Ложная утилизация нарцисса. Это очень такая опасная ситуация, которая случается не часто, но все-таки случается. Это, грубо говоря, когда в конце вот этих разрушительных, деструктивных отношений с нарциссом он тебе говорит, что я от тебя ухожу, получает от тебя весь комплекс вот твоих вот этих вот эмоций, которые для него важны, твоей грусти, страха, злости, печали, там, не знаю, прочих вот мольбы, возможно, какие-то. Вот он слышит, все, он уходит, и через там неделю он опять возвращается с тем, чтобы через неделю опять тебя бросить. То есть это такая очень стрессогенная, такая эмоционально затратная ситуация, когда жертва нарцисса оказывается вот в ситуации вот этой ложной утилизации, часто вот настолько это сильно изматывает, что потом какая-то начинается психосоматика, тут невозможно вообще с этим никак жить. Поэтому сегодня мы с вами разберем, что такое ложная утилизация нарцисса, чем она отличается от обычной, как ее как бы отличить, и что вам делать в ситуации с этой вот ложной утилизацией, когда вас по сути кажется, как бы постоянно сжигают, как-то вот выбрасывают с тем, чтобы потом воскресить, чтобы опять сжечь и выбросить. То есть это очень неприятная ситуация, мы сегодня будем ее с вами разбирать. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о том, что же такое ложная утилизация нарцисса. Если эта тема вам интересна, хотите в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Давайте немножко пройдемся по теории, чтобы, собственно, разобраться, что за такая утилизация, как можно утилизировать человека. Есть на самом деле такая психологическая теория, она очень-очень обобщенная, но как рабочий инструмент ее можно использовать. Она говорит нам о том, что в отношениях с нарциссом есть три основных стадии, две дополнительных. Это стадия лавбомбинга или идеализации, стадия обесценивания, стадия утилизации. То, о чем мы будем сегодня говорить. Давайте разберем такую ситуацию, где нарцисс это мужчина, то есть человек с нарциссическими ярко выраженными чертами это мужчина, а жертва нарцисса это женщина. Сразу хочу оговориться, что бывают совершенно по-разному. Бывает, что женщина-нарцисс, мужчина это жертва. Бывает так, что это два каких-то знакомых, два родственника, люди на работе, где угодно. Но все-таки немного чаще встречается такая вот комбинация, когда нарцисс мужчина, а женщина жертва нарцисса. И меня о таком чаще спрашивают. Поэтому я, ну уж извините, для такого какого-то обобщения возьму такую ситуацию, что мужчина это нарцисс, женщина жертва нарцисса. Стадия лавбомбинга. Мужчина начинает за женщиной ухаживать, он уделяет ей какое-то внимание, он оказывает ей знаки любви, то есть что происходит. Он ей там пишет, звонит, говорит ей комплименты, водит ее по свиданиям, там, ресторанам куда-то. То есть он посылает два основных сигнала. Первое, что ты для меня важна, он же говорит ей комплименты, показывает, какая ты классная. И что я, собственно, тоже молодец, я такой перья свои распушил. То есть, получается, женщина видит мужчину, который интересуется ей, она в этот момент начинает чувствовать себя как-то вот лучше, так вот, я такая окейная. И она видит, что он показывает, что он там, скажем, у него там машина, не знаю, он там водит по дорогим ресторанам и так далее. То есть он социально успешный, там какой-то, не знаю, остроумный, не знаю, там он какой-то, может, там накачанный, еще что-то. То есть он себя с хорошей стороны показывает, и она понимает, что он вот такой классный, мне приятно, что я рядом с ним, и я в его глазах классная, мне тоже приятно. Формируется такая нормальная эмоциональная привязанность. Это тот фундамент, который нарцисс дальше использует. Вторая стадия, стадия обесценивания. В какой-то момент он вдруг становится таким совершенно каким-то вот, ну, невнимательным, начинает к этой женщине вести себя несколько так токсично, бывает немножко грубо, может там опоздать на какую-то встречу. То есть он ведет себя, ну, недружественно. Поскольку у женщины сформировалась вот эта вот привязанность, она уже не хочет как бы отказываться от вот того чувства, которое у нее было приятное, которое было на первой стадии, она старается, ну, вернуть это все. Она начинает пытаться его как-то примирить, если он, скажем, раздраженный или какой-то грубый. Если он, скажем, там ноет, она пытается его как-то успокоить. То есть она старается как-то, но она за ним ходит. И нарцисс получает здесь очень важную для себя штуку – нарциссический ресурс. То есть поскольку у человека с нарциссическими чертами внутри есть очень много такой неустойчивости, тревоги, ему важно, чтобы рядом с ним был кто-то, кто ему постоянно, ну, заливает баки, какой он классный, грубо говоря. То есть нарцисс чувствует себя базово неуверенно, он по отношению к этой женщине ведет себя по-свински, а поскольку она из-за того, что помнит, как было классно на первой стадии этого вот лавбомбинга, старается все-таки его как-то, ну, примирить, не знаю, как-то задобрить, то он чувствует, что я достаточно значимый для нее, что она даже несмотря на мое такое скотское поведение, все равно как бы, ну, ко мне лояльно относится. Эта фаза обесценивания, она какое-то время длится, но она не может длиться вечно, потому что у женщины эти розовые очки начинают спадать. Да, вначале было классно, я это еще помню, возможно, было максимально классно, возможно, этот период лавбомбинга был самый лучший период вообще в моей жизни, но сейчас я вижу, что он относится ко мне токсично, и мне кажется, что, наверное, он это то вот существо, которое вот сейчас есть. То есть он такой, как он ведет себя сейчас. Он раздражительный, неуважительный, не знаю, какой-то обесценивающий, подкалывающий, а не тот человек, который был в начале. И женщина начинает потихонечку думать о том, как, ну, наверное, из этих отношений ничего не получится. И вот задача нарцисса здесь прочувствовать, что женщина начинает уходить, и, ну, грубо говоря, за секунду до того, как она говорит о том, что нам нужно с тобой расстаться, он должен об этом сказать. То есть, на самом деле, это не за секунду, он должен такой улучшить момент, когда женщина уже почти готова сдаться, почти готова выйти из отношений, и он должен ее бросить,
для того, чтобы увидеть в ее глазах вот эту вот боль, страдания, вот эту вот травму отвержения, которая есть у каждого человека. То есть ему нужно в последний момент сделать этот вот укол и почувствовать, как сильно она страдает от того, что я ее бросаю. Потому что если я ее бросаю, я все-таки все контролирую, я окей, я на коне, а она вот там вот внизу где-то там страдает из-за меня. Собственно, вот это финальное отвержение, это и есть утилизация, это стадия, когда нарцисс максимально как-то драматично выходит из отношений, так сказать, делая вид, что с ним все окей. И, как правило, нарцисс переключается на какого-то другого человека или на какой-то другой источник нарциссического ресурса. Иногда бывает так, что нарцисс, предположим, идет в психотерапию, или он может идти там в работу. Иногда он просто находит себе, ну, грубо говоря, другую женщину и с ней начинает опять сначала вот этот лавбомбинг и прочие эти вот этапы. Поэтому женщина в этой ситуации переживает четвертую стадию отношений с нарциссом, это такая латентная или скрытая стадия. То есть стадия, когда вот после утилизации его нет, ну нет, я себе там как-то живу, как-то восстанавливаюсь. Иногда бывает еще пятая стадия, не всегда. Предположим, нарцисс где-то там вот, я не знаю, с какой-то другой женщиной проделал весь этот же цикл, то есть они год где-то там встречались, он себя вот так вот вел, он ту утилизировал, и тут он вспоминает, что вот была же вот эта вот предыдущая, с которой год назад мы расстались, и он может пинговать. Пингование это такое, ну, внезапное возвращение, то есть он вдруг пишет тебе или звонит и говорит, как правило, как ни в чем не бывало, что слушай, а давай с тобой сходим, помнишь, какие у нас были времена. Ну, как правило, когда нарциссы пингуют, то это, ну, как-то вызывает какое-то недоумение у женщины, потому что я уже как бы проехала, мы с тобой год не виделись, ты мне пишешь, как ни в чем не бывало. Бывает так, что есть какая-то злость еще определенная, поэтому женщина просто его там блокирует или как-то ему там, не знаю, отвечает так грубо, что типа до свидания. Но есть ситуации, когда, предположим, если у женщины этот вот период лавбомбинга был достаточно сильным, значимым для нее таким фактором, ну, бывает, что женщины говорят, что у меня в жизни никогда такого не было. У меня до этого были долго скучные отношения, потом были какие-то отношения вообще невнятные никакие, а потом вот был этот человек, нарцисс, он был такой яркий, у нас было с ним там, скажем, какой-то курортный роман, вот, период лавбомбинга попал на, например, на какой-то вакейшн. Там было так классно, это был самый классный период в моей жизни, самые яркие впечатления. И вот, несмотря на то, что потом было очень все плохо, потом он меня утилизировал, я перестрадала, я все это уже забыла плохое, а хорошее вот оно помнится. И бывает, что женщина все-таки вот возвращается вот в эти отношения. Поэтому даже если вы уже закончили отношения с нарциссом, очень важно в психотерапии это проработать, чтобы не получалась такая ситуация, что вы вроде бы как эти отношения, ну, прожили, но просто они закончились, потому что нарцисс ушел, а вернуться то может в любой момент. Очень важно проработать это так, чтобы вы внутри себя завершили, чтобы вы эти отношения уже отпустили, чтобы они для вас переместились, так сказать, в ваш какой-то архив. Все, до свидания, это уже где-то там запаковано. Собственно, что же такое ложная утилизация? Ну, как я сказал в начале видео, это ситуация, когда нарцисс тебе заявляет: все, я от тебя ухожу, и я больше не могу там терпеть, предположим, твои претензии, то, что ты мне выносишь мозг, что-то мне что-то не нравится. Обычно они придумывают какие-то такие отговорки, какие-то такие, ну, как будто бы формальный повод, почему он уходит. Все, я от тебя ухожу. Он действительно может уходить, может как-то, не знаю, там, собирать вещи, или если вы там живете не вместе, он как-то тебя, может, блокирует. Но где-то через там, недельку, через несколько дней он тебя разблокирует, и вы опять вот начинаете общаться. Опять же, опасный здесь момент, если у женщины есть вот, ну, настолько сильно развитая неготовность выйти из этих отношений, что даже несмотря на то, что она, ну, там, плачет, ей тяжело, у нее там, переполняет ее гнев и злость, она вне себя от ярости. Это же все очень сильно раскачивает. Ты в этот момент, когда ты переживаешь утилизацию, когда нарцисс это с тобой делает, ты же не можешь заниматься никакими другими делами. Но вот бывает, что женщина немножко, так сказать, перегорела, этими эмоциями всеми пережила, и вот через полнедели он как бы опять появляется, она думает: ладно, я пока еще не готова расходиться, все, может это какая-то была такая случайная у него вспышка, все, надеюсь, все будет хорошо. А затем все повторяется, он опять тебя бросает, он старается опять же получить от тебя все эти эмоции. Помним, что для нарцисса в утилизации важно получить от тебя максимально много каких-то твоих страданий, каких-то ярких эмоций, потому что он таким образом чувствует себя королем драмы, он чувствует, что он эмоционально контролирует твое вот это вот эмоциональное нестойкое состояние, и в этот момент он чувствует себя, ну, по сути, таким всемогущим. Он в этот момент твой эмоциональный бог, так он себя чувствует. Собственно, как отличить ложную утилизацию от истинной? Если это истинная утилизация, то, как правило, вы понимаете, куда он уходит, где он будет получать этот нарциссический ресурс в другом месте. Например, он говорит: все, послушай, между нами все кончено, я возвращаюсь к своей жене. Или там, скажем, я вот нашел новую женщину, я ухожу к другой женщине. То есть он идет к кому-то,
у кого он будет получать этот нарциссический ресурс, который он получал у вас. То есть получается, что вы ему в этом месте больше не нужны. Он это либо прямо говорит, либо это в принципе как-то вот прозрачно, вы можете об этом догадаться. Если это ложная утилизация, то он просто вот как будто бы пропадает в никуда, и естественно, что он вернется, потому что рано или поздно ему важно вернуться в эти отношения ему нужны, возможно, даже больше, чем вам. То есть если вас в этих отношениях держит привязанность, какой-то такой здоровый процесс, то его в этих отношениях держит от того болезненная необходимость получать нарциссический ресурс. Что же делать, если вы понимаете, что да, вот это вот ложная утилизация, он меня постоянно то бросает, то возвращается, размочаливает мою нервную систему, просто мои надпочечники выводят на какие-то максимальные обороты, я просто истощаюсь от этой всей ситуации. Что делать? Первое, это вам нужно простроить четкие эмоциональные границы, вплоть до того, что вам нужно прямо сказать, что я тебе не позволю больше угрожать мне своими уходами. Вот просто перестань об этом говорить. Сами эти слова меня ранят. Потом вам нужно понять, что я нахожусь в отношениях с человеком. Он за последнюю неделю, за последний месяц, за последние полгода постоянно мне кто говорит, что он уходит, то что он не уходит. И само по себе это является повреждающим таким фактором. Само по себе то, что он нестабилен в отношениях, что он мне то уходит, то возвращается, само по себе это меня истощает. И вам нужно понять, можете ли вы находиться в этих отношениях, готовы ли вы это принять. Потому что часто у жертвы нарцисса происходит такое расщепление. Когда он уходит, то это для меня все, конец света. Когда он возвращается, то все, я вернулась, к жизни. Нет, происходит обе вещи одновременно. Вы находитесь в ситуации, когда вас качают. Если вы понимаете, что, я сейчас не готова действительно уходить из этих отношений, потому что, квартира, ребенок, финансовая зависимость, болезнь, родственников и так далее, какие-то у вас есть просто обстоятельства. Просто вам нужно принять тот факт, что я по каким-то своим причинам выбираю оставаться в этих отношениях, и в этих отношениях просто, чтобы у вас не было никаких иллюзий. Он постоянно будет меня бросать, приходить, и к этому нужно относиться просто как, я это выбрала, я хочу в этом находиться. Если вы понимаете, что нет, все-таки я хочу идти куда-то в какие-то более здоровые отношения, в более здоровое свое состояние, то вам надо подумать о том, как из этих отношений выйти. Если вы начинаете думать о том, как вам выйти из этих отношений, только думать, только планировать, то в этот момент вам уже становится гораздо проще терпеть эти отвержения. То есть, если у вас есть план, куда вы пойдете, и вам человек говорит, что я от тебя ухожу, то это совершенно другая ситуация, когда у тебя нету плана, куда ты денешься, что ты будешь дальше делать, и тебе человек вдруг говорит, что нет, все-таки я от тебя ухожу, понимаете? То есть вам нужно просто понимать, что в этих отношениях сейчас мне плохо, а где мне будет хорошо. После того, как вы понимаете, где вам будет хорошо, где вот это место, точка Б, точка выхода, где вы находитесь без этих отношений, вам нужно подумать, как туда начать двигаться. Ко мне часто обращаются люди, которые так и говорят, что послушайте, я так, как я живу сейчас, я так жить больше не могу, и не готова, и не хочу. А как выйти из этой ситуации, как жить по-другому, я не могу найти точку выхода. То есть это то, с чем люди часто обращаются, с чем я часто работаю. Когда тебя постоянно то бросают, то не бросают, ты находишься в такой пассивной позиции. Это делают со мной. Когда я понимаю, куда я живу, куда я двигаюсь, то в такой ситуации больше контроля у тебя над своей жизнью. Это очень важно. Вам важно, как взрослому человеку, контролировать себя, чтобы нарцисс вас не контролировал. Если вы когда-нибудь сталкивались с ситуацией этой ложной утилизации, когда нарцисс от вас уходил не за один раз, а как-то в продолжении какого-то времени, обязательно напишите об этом, что вы имеете такой опыт, если есть возможность, поделитесь этим опытом. И, конечно, очень было бы важно, если бы вы поделились своим опытом, как вы вышли сами из этого порочного круга. То есть, предположим, он вас бросает, возвращается. Что вы сделали, чтобы самостоятельно выйти из этих отношений? Если вам это видео было интересно, тема окажется важной, ставьте лайк, вы поддержите меня, подписывайтесь на канал мой, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.